Приветствую жителей Саркандаугавы и наши гости. Сегодня мы расскажем про РАФ и про окрестности. Многие думают, что здесь был научно-технический центр РАФ, но это не совсем так. РАФ начинался именно отсюда, производство автомобилей, вернее микроавтобусов. Но изначально он стартовал в 1947 году на Терботес, на базе авторемонтных мастерских. В 1951 году присоединили его к заводу экспериментальной рижской автобусной фабрики ЕРАФ. Про нее отдельно есть история довольно интересная. И когда уже начало наращиваться производство, построили завод в 1976 году в Елгаве и перенесли основное производство туда. Здесь остался научно-технический центр, разрабатывали новые автомобили, доводили различные модификации. Всем, наверное, больше известен РАФ-2203 и его модификации по внешнему виду. Центр строился с 1988 года по 1991. Строила польская строительная фирма. Там еще плюс по бартеру они должны были получить 300 машин скорой помощи. Сейчас здание реконструируется. И интересно, на правой стороне здания, в правом крыле, есть памятная табличка, за ней памятный вымпел, который надо вскрыть в 2088 году. В 1988 году его заложили, осталось совсем недолго ждать. После того, как обанкротился РАФ, это было в 1977 году, здание использовалось как офисное. За основным корпусом был еще один. Там был автосалон рафовский. Какое-то время, продавали рафики. Я помню интересную историю. Приезжали ко мне знакомые из Украины, из Кавказских республик. Хотели купить рафик. Я их привозил в этот автосалон. Они заходили, видят образцы. Вот такой хочу. Давайте, берем. А менеджеры начинали это надо на завод, заказ отправлять, до 2 месяцев ждать. В общем, дичь какая-то. В конце концов, они нашли где-то по объявлениям, где продают рафики. Приехали, за 15 минут все оформили и забирали их. В общем, наверное, одна из причин банкротства РАФа — это такая маркетинговая политика продаж. Что ты не можешь прийти, купить машину, условно говоря, в течение хотя бы дня-двух ее оформить и забрать. Да, все, одни руины. А снесли еще и исторический корпус РАФа. Он потом был, правда, обстроен всякими разными дополнительными помещениями. Все очень сильно переживали, что этот корпус сносится. Давайте вспомним, что здесь было до РАФа. Довоенный период здесь были мастерские, в которых изготавливали тазики, лейки, все, что можно было из жестянки. А в 1947 году в Латвию прибыл Всеволод Бахчеванджи. Он был отставной военный и братом летчика-испытателя Георгия Бахчеванджи. Я не знаю, как Бахчеванджи или Бахчеванджи правильно говорить. Это вообще греческая фамилия. Пришел к руководству Латвии, предоставил бумагу, подписанную лично Сталином, что он будет здесь развивать автомобильную промышленность. Пообещал, что он превратит Ригу прямо в автомобильную столицу Советского Союза. На основе этой бумаги ему выделены были средства, порядка 400 тысяч рублей. Дефицитное оборудование на тот момент, людей, площадь нынешнюю бывшего РАФа. И он собирался строить малолитражный автомобиль, в том числе, который использовался бы для нужд Латвии, для десанта. Работы велись, результатов особых никаких не было. Периодически приезжали комиссии, но он их убеждал: вот-вот, сейчас мы сделаем. В конце концов, он сделал 2 модели. Одна кабриолет, вторая крытая. Очень сложной конструкции, которая в производстве была бы очень сложная. Плюс, чтобы например, что-то поменять, какую-то деталь, надо было вообще полностью кузов снимать. К 1950 году
модели были готовы, прототипы. Каждая примерно стоила по 500 000 рублей тогдашних. Отправились они на комиссию в Москву. Одна машина сломалась, ее на буксире притащили. Вторая, вообще не прошла никаких испытаний, ни на горку не могла заехать, ни скорость набрать нормальной, заявленной. В конце концов, отказали в серийном производстве. На обратном пути одна машина заглохла, ее куда-то там бросили где-то. В общем, так она и сгинула, кабриолет, которая. Вторая с многочисленными поломками кое-как доехала до Риги. Проект не получил дальше продолжения. Машину отдали в детский садик. Было, конечно, детям прикольно иметь в качестве экспоната на игровой площадке автомобиль за 500 000. Впоследствии эта машина всплыла у коллекционера, энтузиаста, он ее восстановил. И в данный момент она экспонируется в Рижском мотомузее под именем Ераф-50. Каракатица та еще. Будете в музее, посмотрите. Что интересно, была комиссия, они интересовались, а не было ли распила денег. Вроде бы как не было. То есть он слишком просто их нерационально расходовал. Георгия Бахчеванджи отправили в Москву. Что интересно, не расстреляли, а даже он пошел как будто там и на повышение. Так и закончилась эта история. И в 1951 году сюда уже пришел РАФ. РАФ, если не ошибаюсь, окончательно Рижская автобусная фабрика получила название в 1957 году. Печальная улица. Здесь было совершено дерзкое ограбление на инкассаторов Латвия Сберс. Они как раз везли деньги, зарплату, на машине Латвия РАФ 2203. Это был 1992 год. На Латвия Сберс работал сообщник грабителей. Он их и навел на такую крупную сумму денег, которые привозили на зарплату. У грабителей был пистолет и автомат. На этой улочке выстрелили водители из пистолета. Из автомата дали очередь по машине. Был убит водитель, был убит кассир. В машине был водитель, кассир и бухгалтер. И, как назло, она взяла с собой свою внучку. Кассир и водитель погибли сразу. Бухгалтера добили из автомата. Но она успела прикрыть свою внучку своим телом. Девочка получила ранение в бедро, в руку, но выжила. Грабители решили, что она убита. Забрали деньги. Порядка 27 000 $ они взяли. 92 год это солидная сумма. Двухкомнатная квартира в хорошем состоянии стоила $4000. Потом грабители всплыли уже в России. Они устраивали ряд дерзких ограблений на сети магазинов, на заправке, на казино. В конце концов их взяли. Привязали эпизоды в Риге, которые были. Наказание, если не ошибаюсь, там самое главное, у них получил 12 лет тюрьмы. Так, в этом здании на Патверсмес тоже был интересный случай. Балконов нету, но когда-то на втором этаже там были балконы. Это вообще реновированная хрущевка, она же Брежневка. Крайний подъезд. Решили балкончик отремонтировать. И не нашли ничего умнее, как его покрыть асфальтобетоном. Вроде по рассказам тоже притащили туда трамбовку. Знаете, такая на бензине. Начали трамбовать, балкон рухнул с 2 людьми. Один получил травму ноги, сотрясение мозга, второй позвоночника. Выжили. Это у нас школа. Таких школ порядка 17 по Риге. Типовой проект конца 19-го, начала 20 века. Архитектор Ренгольд Георг Шмелинг. Вышли мы на улицу Патверсмес, Приютская. Получила название из-за того, что здесь было 2 приюта. Один для девочек, другой для мальчиков. Приют располагался где-то примерно
Здесь сейчас современная Думтес-26. И один из приютов в бывшем поместье Думтес-Кольф находился. Давайте, наверное, выйдем туда. По паспорту у нас находятся дома так называемые сталинки. В основном они строились для работников швейной фабрики «Большевичка». Во дворе был детский сад. Здание сохранилось, хоть и довольно сильно реновировано. А вот впереди, по-моему, видишь, там новое здание, видите ли. Там, по-моему, был уже более современный детский сад, но уже на его месте построили многоквартирку. Ну, там частный, по-моему, детский сад, это в Думтес-Озел. О, по-моему, тупик. Так, ну ладно, давай, там, по-моему, налево можно пройти. Потихонечку, говорю, территория облагораживается. Становится красиво, да. Ну, как всегда, нет людей, да. Где все люди в 10 утра в субботу? Вон впереди здание детского сада, который принадлежал большевичке. Ну, давай с той стороны. А, тупик, да, тупик. Давно я здесь не был, слушай. Я еще помню, детский сад здесь был, вот, который на горке. Я помню, там потом долгое время охранная фирма «Эвер» базировалась. Пришли буржуи, выгнали детей и стали использовать помещения в коммерческих целях. Так, а это здание какое-то как муниципальное, нет? Или все-таки жилое, непонятно здесь, что-то? То ли студенты, непонятно тоже. И машины с украинскими номерами здесь стоят. И может быть здесь, ну как сдают. Может быть какая-то студенческая гостиница, Жилье хотя вроде не да. похоже. Ну какое-то оно такое пошарпанное все. Ну, там живут молодежь, я обращал внимание. А это мы вышли еще по левой стороне больница, как она называется, бассейновая больница ее называли. Морская. Давай посмотрим таблички, как она правильно называется. Здесь чередуются современные корпуса, ну как относительно современные, в советское время построенные, и начало 20 века. Латвия Юрос Медицинс Центр сейчас называется. Давайте зайдем на территорию больницы. Там тоже есть такой интересный корпус. Посмотрим его. Больница пока закрыта. Это здание тоже спроектировал Ренгаль Георг Шмелинг. Я смотрю, по Саркандаугу он хороший подряд получил. Ну, вообще по всему городу он был главный архитектор города. Вот, смотрите, реновированная Сталинка. Тоже ничего стало выглядеть. Ну, вот для сравнения соседняя, не реновированная. Такая довольно монументальная. Она из себя почти что целый квартал представляет. Пойдем, подойдем поближе к бывшему детскому садику. Одно время там, в 90-х годах, по-моему, учебный центр Риманс или школа Риманс, где обучали всяким разным профессиям. Компьютерщика, менеджера и еще там ряд всяких разных. Да, ну судя по площадке, какой-никакой детский сад функционирует. Мне рассказывал, у меня бывший коллега жил в этих домах, когда в 68 году был ураган и довольно хорошую часть города затопило. Он говорит, вот там есть подворотня, мне невозможно было стоять. То есть ты заходишь, и тебя просто ветром уносит. Ну, он, правда, еще мелкий тогда был. Еще он рассказал одну интересную историю. Там дальше по горке, по-моему, за этим, за Думтес-Озел, по-моему, да, называется это здание, которое еще лестницы в небо, да, ее называют. Или Титаник. Да. Там строились гаражи, они с детьми играли в котловане и выкопали маленький сундучок. Ну, там замок уже проржавел, они его довольно легко открыли. И там оказались двухлатовые и пятилатовые серебряные монеты времен Первой Республики. И вот, говорит, все пацаны ходили с полными карманами денег, использовались как игровая валюта. Ну, там, когда в ножички играли или там биты. Ну, и так потихонечку, говорит, все их порастеряли, обменяли на что-нибудь более ценное в детском понимании. Левее здесь когда-то была воинская часть, до нее поместье. Вот потом в поместье был приют. Здесь, по-моему, для мальчиков, а на той стороне, вот здесь сейчас, это Сталинка, был для девочек приют.
Но это не точно. Но были приюты. Его видно со многих точек, кстати, города. Особенно со стороны Даугавы. Когда идешь на теплоходике, такое ощущение, что оно прямо на берегу стоит, Саркандаугава. Да, вот в той части где-то клад нашли. Там должны быть были гаражи, может, их уже снесли. Скайн Море на Дунтас был построен где-то, по-моему, 2004-2005 год. Поначалу планировалось, что в нем будет строительный магазин, крупнейший в Латвии, но потом почему-то все-таки перепрофилировали на торговый центр. За ним, кстати, есть канава, как огрызок Саркандаугавы, не знаю. Ну, пойдем ради нее туда? Наверное, не пойдем. Мы выходим опять к Рафу. Ну, давайте, наверное, закончим немножко историю с Рафом. Ну, уже год 94-95 разработали они довольно такие два интересных автомобиля, микроавтобуса. Один Роксана, второй RAV Stils. Ну, Роксана так себе была, а RAV Stils, если будет картинка, мы подставим, он до сих пор смотрится хорошо. Планировалось участвовать в конкурсе скорых помощи, но конкурс не выиграли. И это, скорее всего, и поставило такую жирную точку в истории RAV. И там, что интересно, ну, то есть была на 2203 модели, базировалась скорая помощь предыдущая. И все оборудование было полностью совместимо в RAV Stils. Не надо было покупать новое. Выиграл конкурс Mercedes. Пришлось покупать и медицинское новое оборудование в машине, и средства связи новые. Насколько я помню, на те средства связи было выделено 200 тысяч ватт. Ну, сколько это в современных, сейчас так трудно пересчитать. Ну, довольно много по тем временам. Можно было организовать целую радиостанцию со всем штатом диджеев. По левой стороне Дунтас планировал сделать сервисный центр RAV. Его начали строить. Долгое время она стояла заброшенная, там жили бомжи. Но в конце концов его снесли. Помню, где-то после 2012 годов. Еще на остановке был магазин. Он тоже должен был быть магазином запчастей RAV. Какое-то время, кстати, там был магазин запчастей. Не знаю, от RAV или нет. Ну, там такое все продавалось, типа масла, фильтра, такое все унифицированное. И вот почему-то тоже снесли. А, еще мне рассказывали историю, когда уже RAV разваливался, ну, год 94-95, продавали втихаря чертежи немцам. Это мне рассказывал, здесь с конструктором один работал. Приезжала прямо вот сюда машина немецкая, не знаю, там Volkswagen или Mercedes. Конструктор, который договаривался с ним, выходил с пачкой чертежей, садился в машину и выходил оттуда с пачкой денег. Раздавал небольшие суммы тем, кто помогал ему эти чертежи комплектовать. Ну, да, там по 20 дойчмарок, кому по 50. Видите, все-таки какие-то инновации были на RAV, раз их скупали в Германии. Ходили слухи, что RAV грохнули по заказу Renault. Ну, это так, слухи. То есть они через подставные фирмы там скупали рафовское оборудование и его отправляли в металлолом на переплавку. Ни одной единицы не продавали на сторону. Но если уходило что-то только в обход их. Был там какой-то уникальный пресс. Его просила Россия продать. Потому что на тот момент такой пресс уже было не изготовить. Его строили всем союзом. Там говорили, одним ударом чуть ли не пол машины сразу выштамповывал. Но не продали. Пустили его на переплавку. Хорошо, спасибо, что с нами прогулялись. До следующей проходки. Не пропустите ее. Подпишитесь на канал.